Всем привет! Сейчас я нахожусь на Луганском железнодорожном вокзале, но на данный момент он приобрел также функцию автовокзала. И отсюда я планирую добраться до Луганского курорта. По крайней мере, так мне его рекомендовали и описали местные. Ну что ж, доедем, посмотрим. Добраться до него можно на автобусе. Стоимость проезда 30 рублей, время в пути примерно час. Но прежде чем мы отправимся, я хотел бы немного сказать о междугородном транспортном сообщении в Луганске. Чем-то оно мне напомнило Африку. Когда-то я был в Уганде, из одного небольшого населенного пункта переезжал в другой. Ну так вот, там надо прибыть в назначенное время, на которое запланировано отправление автобуса. Но то, что автобус отправится именно в это время, это далеко не факт. Автобус отправляется только тогда, когда он заполнится полностью. В тот раз я прождал отправление автобуса 14 часов. Читал в одном из отчетов о путешествиях в Африку. Одна женщина прождала отправление автобуса практически сутки. В Луганске, конечно, не все так плохо, но когда ты ждешь свой автобус и диспетчер объявляет об его отправлении, а его на платформе даже и не было, становится не очень приятно. Мало того, дождавшись следующего автобуса, ты со своим билетом пытаешься в него сесть, а водитель отказывается тебя брать, после чего приходится идти к диспетчеру, чтобы эту ситуацию разрулить. В общем-то, ребят, приехал я на ЛНРовский курорт. Ну, курортом это, конечно, можно назвать условно. Это скорее база отдыха, которая раньше называлась Майами. Но в духе времени ее переименовали в Крым. В общем, вот так вот. Это Успенское водохранилище, и эта база отдыха находится на этом Успенском водохранилище. Совсем недалеко от базы отдыха Крым находится бывший советский санаторий, который назывался Парус. В общем-то, проехать в него нельзя. Как видели, стоят бетонные заграждения. Ну, сейчас посмотрим, что там есть. Насколько мне рассказали, там, короче, его хорошо обстреляли. И, соответственно, по этой причине он не рабочий. В общем-то, санаторий Парус посмотреть мне не удалось, так как он охраняется военными. В чем причина, почему именно этот объект охраняется, не знаю. Может, кому-то известно, пусть напишет. Ну что же, давайте снова вернемся к нашему курорту. Вход сюда платный, 100 рублей. Сейчас посмотрим, что там находится и какие условия предлагаются за эти деньги. Хотя, когда я ехал, видел, что многие просто как бы сами по себе отдыхают там. Ну, есть небольшие пляжи, мелкие. В общем, они сами там располагаются и все. В общем, вот он вход. Волейбольная площадка. Там что у нас? Беседки. Сейчас, по ходу дела, разберемся. Здесь кафешка. Здрасте. Ну а теперь давайте коснемся цен в этом баре. Первое блюдо здесь начинается от 130 рублей. Салат от 50, гарнир тоже от 50. Мясо, ну, например, крыло куриное от 60 рублей. Итого здесь можно плотно пообедать на 290 рублей. Теперь давайте сравним эти цены с ценами в Седово. Это курорт ДНР на Азовском море. Видео о Седово есть у меня на канале. А также, скорее всего, я сделаю ссылку на него в конечных заставках к этому видео. В общем, ребят, зашел еще в одну столовую. И вот такой заказ мне обошелся 144 рубля. То есть это вермишелевый суп, тефтели, картошка, салат. Салат это сыр, чеснок, майонез, помидоры. В общем, вот такая вот цена. Но здесь надо понимать, что в случае Седова это все-таки столовая, а в данном случае это бар. Теперь давайте коснемся цен на алкоголь. Ну, возьмем, например, коньяк Армения. 50 мл от 80 рублей. То есть бутылка коньяка будет стоить 800 рублей. Если брать водку, то бутылка водки будет стоить от 300 рублей. Пиво будет стоить от 70 рублей пол-литра.
Если сравнивать Седово, то крепкий алкоголь в барах Седово будет стоить примерно на 20% дешевле. Но здесь надо иметь в виду то, что изначально в магазинах ДНР крепкий алкоголь на 20-30% дешевле, чем в магазинах ЛНР. Ну а теперь давайте посмотрим, что здесь из себя представляет пляж. Не такой большой, ну и народу в принципе не так много. А там вот находятся беседки, которые можно снять и как бы находиться в уединении. По поводу цен, вот такие вот беседки стоят 500 рублей. Туда можно со своими продуктами. Сейчас покажу беседки по 1000 рублей. И там только с продуктами из бара. Здесь также можно снять домики. Стоимость домиков 1000 рублей в сутки. Сейчас покажу. Городок для детей. А вот, собственно говоря, эти беседки, в которых продукты и алкоголь только из бара. А вон на той стороне водохранилище. Есть еще один типа дома отдыха. Называется он Бриз. А вот так он, собственно говоря, выглядит с высоты. Ну вот я попал в Крым. А вот здесь уже домик, который можно снять за 1000 рублей в сутки. И в нем жить. Вот такой вот домик. И вот совсем рядом побережье, водохранилище. Кстати, вот еще один домик стоимостью 1000 рублей в сутки. Так что, в общем-то, вот такой домик. И прям практически на самом берегу водохранилища. Ну, такой неплохой песчаный пляж. Хочу отметить то, что эта база отдыха очень популярна у молодежи. Они целыми компаниями снимают беседки, но и, можно сказать, весело проводят время. Бар есть, водоем рядом, можно покататься на водном велосипеде, музыка играет. Что еще надо для веселья? Также могу добавить то, что рядом с этой базой я видел немало автомобилей с российскими, грузинскими и литовскими номерами. Я на базу отдыха Крым прибыл во второй половине дня. И побыть мне там получалось примерно пару часов, так как уже в 18 часов от базы отдыха уходил последний автобус в Луганск. За пару часов полноценный обзор сделать непросто. И поэтому для того, чтобы передать лучшую атмосферу, я воспользуюсь фото из профиля соцсети этой базы.
общем-то, на этой мажорной ноте можно было бы закончить, подвести итог. Но есть одно но. Как я уже говорил, я собирался отправиться в Луганск на последнем автобусе. Чтобы добраться непосредственно до базы отдыха Крым, из Луганска нужно доехать на автобусе до поселка Лутугино. Это примерно час пути, 30 рублей стоимость билета. А уже из Лутугина несколько километров еще придется доехать на такси или маршрутке. Последний автобус из Лутугина в Луганск, если не ошибаюсь, отправляется в 18:15. И если не уехать на этом автобусе, то заночевать в Лутугино негде. Ни отеля, ни хостелов там нету. Единственный вариант оттуда отправиться – это вызывать такси. По прибытию на базу отдыха Крым мне ее сотрудник сообщил, что в 18 часов именно от базы отдыха Крым отправляется последний автобус до Луганска. И я могу ни о чем не переживать и спокойно на нем доехать до Луганска. В общем-то, к 18 часам я подошел к выходу базы. И примерно в течение часа я так и не смог дождаться автобуса. Как я говорил ранее, междугородние автобусы в Луганске ходят крайне нестабильно. И по всей видимости, в этот день водитель автобуса просто решил не заезжать на базу отдыха. Исходя из данной ситуации, я заказал себе такси, стоимость которого 10% от средней зарплаты бюджетника в Луганске. После чего я подошел к сотруднику, который как раз и сообщил мне о расписании автобусов. На мой вопрос, что мне делать в данной ситуации, так как автобус не пришел, он мне ответил, что они за расписание автобусов не отвечают, и после этого просто отвернулся и ушел. Ну что, давайте подытожим. Конечно, Успенское водохранилище и база отдыха Крым далеко не курорт. В то же время это неплохое место для того, чтобы отдохнуть в выходные после трудовых будней. Как бы все условия здесь есть. Можно даже остаться с ночевкой. Есть террасы разной стоимости. Некоторые из них даже можно брать с собой собственные продукты и алкоголь. Есть неплохой пляж, есть спортивная площадка и развлечения для детей.